Ребят, всем огромный привет, меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Это супер смартфон, который стоит сейчас на Алиэкспрессе 25 тысяч рублей. Это Realme GT Neo 3. И давайте с вами договоримся, что за 25 тысяч рублей вы не купите сейчас никакой другой настолько крутой смартфон. Причем цена это реальная, 25 тысяч рублей, вы прямо сейчас видите скриншот с Алиэкспресса. Понятное дело, что курс будет меняться, но суть остается той же. 25 тысяч рублей на Алиэкспрессе. Что мы за эти деньги имеем? Очень крутой MediaTek 8100 набирает 800 тысяч баллов. Еще раз подумайте, 800 тысяч баллов. Это топовые Xiaomi, это топовые Samsung, это вообще любые топовые смартфоны, которые стоят 50, 60, 70, 80, 100 тысяч рублей. 25 тысяч рублей. Здесь самая быстрая память UFS 3.1. Здесь самая быстрая оперативная память LPDDR5. Здесь флагманский сенсор Sony на 50 мегапикселей IMX766. Я, кстати, совсем недавно делал видео про 766 сенсор Xiaomi 12X, Realme 9 Pro Plus и OnePlus Nord 2. Очень прикольно вам зашел. Большое спасибо за то, что поддержали. 30 минут подробнейшей информации, фото и видео. Я вот здесь оставляю ссылку, переходите, посмотрите. Ладно, мы это отвлеклись, но самое главное, что сюда поставили этот сенсор, потому что в предыдущем Realme GT Neo 2, который тоже очень крутой смартфон, там все-таки был сенсор от Samsung, и он немного проигрывал. Есть оптическая стабилизация, есть зарядка на 80 Вт, а есть зарядка на 150 Вт. Вы знаете, что такое зарядка на 150 Вт? Это 17 минут, и смартфон заряжен. Просто от 0 до сотни 17 минут. Когда у вас 80 Вт зарядка, это тоже очень быстрая зарядка. Сканер под экраном, AMOLED дисплей 120 Гц, поддержка HDR10+, отображение 1 миллиарда цветов, а еще тач 1000 Гц. То есть 1000 раз смартфон считывает, касаясь, если вы пальцами экрана или нет. Это для геймеров очень важно. И это стоит 25 тысяч рублей. Вот давайте сейчас поиграем с вами игру. Назовите мне другой какой-нибудь смартфон. Давайте я вам дам фору хотя бы до 30 тысяч рублей. Назовите мне в комментарии прямо сейчас другой смартфон, который хотя бы на бумаге имеет такие крутые характеристики. Я же совсем забыл. Здесь еще стоит самый новый Bluetooth версии 5.3 с поддержкой высококачественных кодеков aptX HD. 25 тысяч рублей. Нет, я не могу поверить в том, что такая цена на этот смартфон прямо сейчас. И давайте договоримся вот еще о чем. Я вам совершенно его не продаю. Я просто в шоке, что за такую цену можно купить вот такой крутой смартфон. Понятное дело, здесь есть всякие нюансы. Понятное дело, здесь нет беспроводной зарядки. Снизу у нас USB Type-C, там не очень быстрый, второго поколения. Да и камера, с одной стороны, классный сенсор, а с другой стороны, отсюда выпилили острый режим. То есть раньше можно было делать фотографии звезд. Вот на этот Realme GT Neo 2 можно делать фотографии звезд, потому что здесь есть острый режим, а вот здесь нет. Но в любом случае, конечно же, цена просто шокирует. Давайте разбираться, что этот телефон может. Меня зовут Фил, канал Честный Блог. Погнали! У вас, наверное, сейчас возникает вопрос: Филипп, как-то очень складно ты говоришь. Почему ты так сильно нахваливаешь этот телефон? Ну, возможно, тебе там Realme закинули денег, понятное дело, такая мысль у вас возникает. Я бы с удовольствием, друзья, взял бы от Realme денег. Я бы с удовольствием от Realme взял телефон. Но этот телефон мне дал не Realme, а дал Саша с канала «Пользы нет». Вот как раз-таки эта цена в 25 тысяч рублей. Я ее нашел у него в телеграм-канале. У него вообще очень крутые цены есть. Поэтому переходите вниз по ссылке, посмотрите. Крутейшие. Просто супер выгодные предложения с Алиэкспресса. А так я вообще готов к сотрудничеству. Realme, дорогие мои китайцы, если вы хотите прислать мне телефоны, я буду только рад. Российскому Realme, кстати, большое спасибо, потому что с российским Realme мы сотрудничаем, и они мне присылают девайсы. Совсем скоро будет рассказ про Realme Pad. Но это не значит, что они платят деньги, это значит, что они присылают девайсы, типа рассказывай. Короче, ну вы поняли, да? Крутейший смартфон. Кстати, у многих возникает вопрос, это вот где-то там Алиэкспресс 25 тысяч рублей, а вот у нас в России он, наверное, будет стоить 35-40 тысяч. А кто вам мешает купить смартфон на Алиэкспрессе? То есть кто мешает? Вот напишите, пожалуйста, в комментарии, друзья, вы покупали смартфоны с Алиэкспресс? Я так понимаю, что есть люди, которые прямо очень много чего покупают на Али, вообще все просто супер, а есть люди, которые не решаются. А есть, наверное, знаете, те, кто готов 1000 рублей потратить на Алиэкспресс, чтобы купить какой-нибудь чехол там, а вот что-нибудь за 25 тысяч рублей и, может быть, там 30-40, за 100 тысяч рублей купить какой-нибудь дорогущий смартфон, там Vivo складной. Вот напишите, пожалуйста, вы к кому относитесь? Потому что для меня схема очень простая. Например, если я живу в каком-то далеком городе, а мне нужно купить автомобиль. Да ладно, в далеком, господи, я живу в Санкт-Петербурге, и мне нужно со вторички купить автомобиль. И сейчас такая интеграция про какой-нибудь сервис. Не-не-не. И я открываю там, не знаю, Автору, да, смотрю, а в Питере, например, машин как бы и немного. А я открываю Москву, а в Москве и выбор больше, и машин больше. Только надо, конечно же, съездить, заморочиться и так далее. Но ты заморачиваешься, получаешь хорошую машину. Так вот и тут получается, немножечко заморачиваешься, покупаешь себе с Алиэкспресса за 25 тысяч рублей вот такой смартфон. Ладно, давай
давайте вот эти все охи, вздохи закончим. Перейдем к самой сути. Значит, во-первых, смотрите, это Realme GT Neo 3, это Realme GT Neo 2. Если вам в принципе нужно сравнение этих двух классных телефонов, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Пока Neo 2 я отложу. Ладно, друзья, давайте немножко сменим риторику, чуть более сдержанно. Почему этот смартфон крутой за 25 тысяч рублей? Да даже если за 30, да даже если бы он 40 тысяч рублей стоил, это бы все равно был крутой смартфон. Во-первых, хороший экран, 120 Гц. Можно выставить автоматический вариант, можно выбрать 60, можно выбрать 120. Я рекомендую ставить 120, чтобы смартфон не думал за вас, какую герцовку вам дать. Во-вторых, 1000 Гц отклика. Это значит, что смартфон максимально быстро реагирует на ваше касание. То есть 1000 раз он опрашивает дисплей, коснулись ли вы. Я вот вам могу точно сказать. Realme, OnePlus, вот, наверное, и все. Realme и OnePlus это самые быстро реагирующие, Asus, конечно же, Asus, ROG-фоны, да, вот эта история. Это самые быстро реагирующие смартфоны на касание. Ты просто нажал, у тебя запустилось, перелистнулось и так далее. А так как процессоры тут стоят классные, то это происходит все просто мгновенно. HDR10 Plus отображается, яркость порядка 800 нит, на солнце все выглядит хорошо, не супер ярко, как у флагманов, но отлично. Глубокий контрастный цвет, ну и, конечно же, углы обзора. Это AMOLED, здесь все очень хорошо. Плюс, конечно же, Always On Display работает постоянно, сканер отпечатка пальцев встроен в экран, работает идеально, разблокировка по лицу тоже происходит очень здорово. Прикольно, кстати, есть анимация, когда происходит разблокировки по лицу, у тебя вокруг фронтальной камеры появляется такой кружочек. Прикольно. Да, друзья, не сказал, это же у нас китайская версия, и это, ну, так скажем, первый повод не покупать этот смартфон, потому что это китайская версия. Чем плохая китайская версия? Ну, тут, например, нет 20-го бенда, он наверняка вам особенно не пригодится в России, ну или в ближайших наших странах, но надо иметь это в виду. Что еще? Русский язык есть, NFC есть, бесконтактная оплата работает, MirPay ставите и все хорошо. Если какие-то ограничения по софту, да нет, вы либо сами накатите сюда Play Market, либо вам продавец его накатит. Короче, Google сервисы, вот это все отлично. Еще, наверное, попозже выйдет глобальная версия, она наверняка, как всегда, будет чуть-чуть подороже и так далее, но пока имеем вот это. Давайте так, китайская версия это первая, почему можно этот смартфон, ну, предположим, пропустить, да? Или вы там не доверяете китайцам. Окей. Смартфон, кстати, очень легкий, 188 граммов и толщина его 8,2 мм. Сзади дизайн тоже прикольный, фирменный уже Realme, узнается, это здорово. Плюс матовое стекло, по ощущениям очень здорово, но если разобьете, будет печально. Поэтому обязательно используем чехол, который идет в комплект. Есть версия на 6,128, 8,128, 8,256, самая жирная 12,256. Как я уже сказал, внутренний накопитель очень быстрый, UFS 3.1. Память LPDDR5, очень быстрая. У меня версия на 8 гигов памяти, плюс тут в системе можно еще добавить 2, 3 или 5 гига памяти, так сказать, подтянуть их из хранилища. Это будет не самая быстрая память, и многие тесты говорят, что толку вообще в этом особенно нет, ну, я вам об этом рассказываю, потому что это можно использовать. Но помните, чем больше памяти в телефоне, тем больше он жирает аккумулятора. Сверху у нас Corning Gorilla Glass 5-го поколения, есть пленка, как всегда, кнопка включения с одной стороны, громкости, с другой стороны, мне это не нравится, я люблю, когда все под большим пальцем. Здесь есть стереодинамики, поддержка Dolby Atmos, звучат хорошо. Я не могу сказать, что как-то супер, как-то как iPhone, Samsung там или еще что-то, нет, хорошо звучат, для игр, для видосиков прикольно. Bluetooth версии 5.3. Я, знаете, вообще хочу сделать сравнение Bluetooth версии 5.3, взять еще какой-нибудь там Samsung, Bluetooth 5.2 и сравнить, ну, в чем там разница вообще. Взять какие-нибудь наушники и посмотреть, как это все работает. По производительности вы все мои охи и ахи уже слышали. 800 тысяч баллов Antutu при первом прогоне, это Dimensity 8100. Mediatek. Раньше к Mediatek относились так себе, сейчас Mediatek очень круто все делают, и мало того, этот смартфон хорошо работает, и он не особо нагревается. Смотрите, 38 градусов нагрева, 800 тысяч баллов. Sony бы в этот момент нагрелась до 50 градусов. Второй раз прогоняем, 800 тысяч баллов и 39 градусов нагрева. И если посмотреть throttling тест, прямо сейчас вы видите скриншот, что там практически никакого нет проседания, а соответственно процессор работает нормально при хорошей нагрузке. 100 потоков 20 минут выдержит хорошо. Кстати, Realme заявляет, что тут специальная система охлаждения, какое-то огромное количество квадратных миллиметров системы охлаждения, и она еще 9-слойная. Ну, короче, Realme на самом деле над этим поработали, и смартфон действительно не сильно нагревается. Свыше 40 градусов во время игр он у меня не нагревался. Во время прохождения теста, Antutu и так далее. Допускаю, что он может нагреться до 45 градусов, но в целом это очень хороший результат. На борту у нас 12 Android, стоит Realme UI 3.0, система работает очень быстро, очень плавно, все отрабатывается. Я вот хочу, чтобы Samsung так научились. Я вот очень сильно переживаю, знаете, всегда, когда берешь вот флагманский Samsung Galaxy S22 Ultra, например, или вот другие, я вот недавно рассказывал про Snapdragon версию Galaxy S22 Plus, я вот здесь оставляю ссылку, переходите, посмотрите. Ну вот он, ну чуть-чуть вот где-то там фризики просто происходят, а? Ну вот вроде все хорошо, раз, бац, все равно тормознул. Здесь такого нет.
нет. Понятное дело, что без фризовых смартфонов вообще не бывает, но этот работает очень классно, вся анимация отрабатывается очень красиво. Samsung, пожалуйста, возьмите себе, ребята из Realme, и научитесь делать максимально плавные анимации, чтобы все было прямо отлично. Я хочу брать в руки Samsung дорогущий и понимать, что это крутое устройство, которое классно работает. Поэтому 800 тысяч баллов, это вам на несколько лет вперед хватит. Это любые игры пойдут. Это Genshin Impact тоже, кстати, работает здесь неплохо. И даже яркость здесь не понижается во время игры. Короче, мощнейший процессор. Что тут можно сказать? Да, это не миллион баллов Antutu, но этого очень хорошо за 25 тысяч рублей. Ну, вы можете сказать, что здесь нету карточек памяти. Ну да, нету карточка памяти. Но мне 128, конечно же, маловато, гигабайт 256, а по сути 256 это только единственный вариант на 12 гигов памяти, и эта конфигурация будет уже стоить дороже. Ну, как бы сорян. Хотите жирнее конфигурацию, платите больше. Ваше здоровье. По аккумулятору тоже интересная ситуация. Смотрите, есть версия на 5000 мАч и 80-ваттная зарядка внутри. Есть версия на 4500 мАч и там 150-ваттная зарядка. Я предполагаю, что аккумулятор уменьшили, потому что, возможно, блок, который отвечает за эту 150-ваттную зарядку, он просто больше, и поэтому не удается все это дело поместить в корпус, пришлось уменьшить аккумулятор. В целом, что могу сказать? Аккумулятор работает примерно так же, как и на Realme GT Neo 2. Сейчас я даже посмотрю скриншотики, чтобы напомнить себе. Да, вот Realme GT Neo 2 проработал один день, 5 часов, осталось 3% и выдал 5 часов и 9 минут работы экрана. Realme GT Neo 3, 20 часов работы, 5 часов 24 минуты работы экрана и 4% остается. Хороший результат, не самый лучший, но очень хороший. Вам его хватит на день, вполне возможно и на 1,5. Кстати, здесь аккумуляторная батарея сделана таким образом, что она разделена на два блока. Я помню, что у Asus это сыграло злую шутку, потому что люди в итоге гнули свои смартфоны. Они садились куда-нибудь, а смартфон был в заднем кармане джинс, и просто раз все это дело сгибалось, потому что один аккумулятор здесь, второй здесь. Я этот смартфон гнуть не буду и надеюсь, что тут такой проблемы нет, но все-таки давайте это иметь в виду. По системе вопросов никаких нет. Все, что вам нужно от телефона, он умеет делать. QR-коды считывать. Вы можете его полностью настроить под себя. Хотите поменять цвета верхних иконок, пожалуйста. Хотите поменять темы, обои, пожалуйста. Клонирование приложений, пожалуйста. Клонирование системы, пожалуйста. Если у вас iPhone, можете без проблем с iPhone перетянуть все свои данные сюда. Плюс здесь будет работать еще и Сбербанк, и Альфа-банк, и все остальное. И Мир-Пэй здесь работает, я уже говорил. Здесь нету Google ленты, потому что это не глобальная версия. Но все равно, если сделать свайп слева направо, у нас наверху есть кнопочка Google, нажимаете, попадаете в Google ленту. Шим. Шим в этом смартфоне присутствует. Шим — это такое мерцание экрана, который вы не видите, но видит ваш мозг, и кто-то из-за этого расстраивается. Здесь он присутствует, и здесь его так просто не выключить. Нужно прямо зайти в раздел разработчиков и именно там включить функцию DC-Dimming. Зачем так далеко засунули его, не знаю. Раньше он был в лаборатории Realme, тоже, в общем-то, не близко. Почему это прячет функцию, не очень понимаю. Но так или иначе, шим немножечко снижается. Хотя все равно не идеально. Этот смартфон, у него 80-ваттная зарядка, заряжается все примерно за 35 минут. Если у вас будет 150-ваттная зарядка, все это будет заряжаться за 17-20 минут. В общем, с этим проблем никаких нету. Realme говорят, что 1600 перезарядок можно делать этого смартфона, и аккумулятор уменьшится до 80%. В целом окей. 1600 перезарядов, это вам хватит на несколько лет вперед. Ну и по камере, как я уже сказал, молодцы Realme, тоже сюда воткнули 50-мегапиксельный Sony IMX766. Я, кстати, думаю, а может быть его тоже сравнить с 12X, например? Да? Почему бы и нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вам нужно такое сравнение. Здесь есть и оптическая стабилизация, можно снимать 4К, 30 кадров, 60 кадров в секунду. Есть ультраширокий модуль на 8 мегапикселей, ну и есть никому не нужный этот макро-модуль на 2 мегапикселя. Господи, зачем его сюда вставляют? Ну, наверное, все-таки для дырочки, для симметрии. Кстати, сам блок камер, я не могу сказать, что мне нравится, как выглядит блок камер. Я имею в виду, что он выглядит немножечко игрушечно. Это было и в предыдущих Realme, и я бы сказал, ну, вот сделайте как-то иначе. Вот у OnePlus, например, это получается. И он там выглядит поприкольнее. Здесь немножечко отдает игрушечность. Ну ладно, самое главное, что фотографирует хорошо. Все-таки 766 IMX это флагманский сенсор. Его ставят во флагманские смартфоны. Это и флагманские Realme, и флагманские Xiaomi. Это не супер какой-то крутой там сенсор от Samsung, например, но при помощи него можно делать очень большое количество классных фотографий. И именно поэтому видео про 766 сенсор у меня прямо сейчас находится в топе. Еще раз вам за это большое спасибо, за то, что смотрите эти длинные и сложные видосы. Но интересные, конечно. В целом, по фото и видео я могу сказать,
что хорошие получаются и снимки, и хорошие видео получаются. Видео точно лучше, чем Realme GT Neo 2, прямо в 4К, ночью, хорошо снимает. Вообще вопросов никаких нету, прям понравилось. Вы сейчас видите сравнение, и я сделаю еще большое, наверное, сравнение все-таки с другими смартфонами. Хорошо, мне нравится, как он снимает, как он делает фотографии, как отрабатывает HDR, тоже все очень-очень прилично. Я жду, когда все-таки Realme начнет сюда вставлять телевички, чтобы можно было прям получать еще прикольные портретные фотографии. Жду, когда это произойдет, потому что стерео уже воткнули в бюджетные смартфоны. Классные экраны воткнули, хороший аккумулятор воткнули, все как бы есть, не хватает телевичков. Дорогие друзья из Realme, добавляйте, пожалуйста, телевичков, мы будем очень рады. Ну, Realme даже во флагманы свои не вставляет телевички, так что там какая-то своя замута. Возможно, этого не делается, потому что сенсор камеры является одной из самых дорогих частей смартфона. Вот чтобы смартфон стоил 25, например, а не 45. Возможно, поэтому. Ну, сложно сказать. Но я точно знаю, что далеко не много кому нужен на самом деле этот телевичок, и это вот личная моя такая прерогатива. Очень мне нравится делать портретные фотографии с двукратным или с трехкратным увеличением. Может быть, знаете, чего бы мне хотелось от этого смартфона побольше? Это вибро. Здесь неплохое вибро, Taptic Engine, он постукивает, причем можно настраивать, можно усиливать интенсивность работы его. Но вы знаете, в нем не хватает какой-то глубины. То есть он такой тык-тык-тык постукивает, а не так круто, например, как в iPhone, не так круто, как в OnePlus. Похоже немножко на бюджетные, например, Redmi Note 11, Redmi Poco X4 Pro и так далее. Такой бюджетный Taptic Engine. Собственно, ребята, вот на этом я хочу закончить. И вот я, вот реально не вижу причин не покупать этот смартфон, если у вас есть на руках 25 тысяч рублей и есть там, не знаю, месяц ожидания с Алиэкспресса. Ну, то есть просто крутой смартфон. Я еще раз скажу, вот напишите, пожалуйста, в комментариях, что можно купить лучше за 25-30 тысяч рублей. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вы купили, если не этот смартфон. Ну, а так вообще очень хорошо. Realme большие молодцы. Единственное, что по-прежнему люди не знают, что такое Realme. Ну, то есть люди знают Xiaomi, люди знают Samsung, Realme, Vivo, не очень понятные бренды, все равно для большинства. Хотя, конечно же, у Realme огромный рост, в Китае огромный рост, в России огромный рост. Там просто он измеряется сотнями процентов прироста. Хорошо. Realme делает хорошую продукцию, главное, чтобы они не становились дороже. Хотя со временем наверняка все-таки будут становиться дороже. В общем, вот такая вот история, друзья. Напишите, пожалуйста, ну что вы думаете по поводу этого смартфона? Может, я его перехвалил? Может быть, я чего-то тут вам навязываю? Мне там закинули Realme, все как бы денег не закинули, я сижу тут на этих мешках с баблом и не знаю, что с ними делать. Напишите, пожалуйста, ваше мнение, а у меня на этом все. Большое спасибо за то, что посмотрели. Меня зовут Фил, это Честный блог. Ждите, совсем скоро будут видосики про Realme GT Neo 3, фотосравнения всякие разные. Будет круто, интересно, а самое главное, честно. Берегите себя и своих близких. Всем счастливы. Пока.